Давайте посмотрим отзвуки прошлого, адские платформеры 90-х. На канал я подписан. Эдвард Вульф, спасибо за контент. Ссылочку, как всегда, найдете внизу в описании. Поехали. Ой, прям интересно. Мои. Сегодня я решил отвлечься от слез. Такая, знаете, ностальгия, ребят. Ностальгия. Сразу вам первый вопрос. Для всех, кто меня смотрит. Расскажите мне, расскажите, пожалуйста, какая у вас была первая приставка, либо компьютер? Напишите в комментах, я сразу пойму, какой ваш возраст. Сразу пойму. Салтфага и записать для кого-то ностальгический, а для кого-то поучительный ролик про консоли 90-х и самые трэшовые игры на них. Трэшовые они не потому что плохие, а потому что разработчики, создавая их... Да, моя, кстати, приставка была, естественно, Dendy, ребят. У меня была Dendy. Сеги у меня не было, к сожалению. Дорого она очень стоила. PlayStation у меня не было. У меня был после Dendy сразу компьютер. Вот. А к друзьям мы ходили играть, сейчас скажу, наверное, в PlayStation. Да, у нас был один мажорик. Ходили к нему в PlayStation играть. Так что вот как-то так. Ой, ставили перед собой цель не развлечь молодое шкалье, а поджечь их задницу вот так, чтобы планета точно с орбиты нахер сошла. Все сказанное будет чисто субъективным и, как всегда в моих роликах, будет пропущено через призму личного восприятия. Все те, кому под тридцатник и выше, могут приготовиться к лютой ностальгии. Остальным же будет просто интересно. Начнем с того, что если у школьников 90-х была приставка, то он сразу получал баф, увеличивающий его авторитет. Сила бафа... Бля, это, кстати, первый баф, который на тебе был. Ты сразу становился, понимаешь, лучшим, просто лучшим в своей компании. Ты становился просто, я не знаю, сейчас я даже это слово вот найду. Не то чтобы даже, это знаете как, это не авторитет, а как же это правильно сказать-то? Это, знаешь, такое что-то... Ой, что-то такое, знаешь, ты, я не знаю, богом или как это правильно назвать, но это было что-то, понимаешь, это динамическое что-то было. Если у тебя дома стояла приставка, это же вообще была просто царь, бог, я не знаю. Была прямо пропорциональна количеству бит приставки. Керста. Градация такая. Если у тебя была Dendy, то это плюс 8 к авторитету. Если у тебя была Sega, то плюс 16. Если же у тебя была Sony PlayStation, да не, это совсем херня. PS-ка у школьников была только во снах. У меня, в общем, была сначала Dendy, а спустя 2 года появилась и Sega. Такой расклад приводил к тому, что после школы у меня дома собиралась толпа одноклассников и, вырывая джойстики друг у друга и крича, пыталась на двоих осилить какой-нибудь Double Dragon. Заканчивалось это тем, что все пряники дома сожраны, крекеры тоже, а какой-то школьник все еще тусит у тебя, потому что страшно идти домой и получать пиздюлей от родителей за парашу в дневнике. Бля, это такая вообще жиза, боже мой. Чтобы вы понимали, я школу в 2004 закончил. То есть мы уже вовсю рубились, когда я был в шкиле, мы вовсю рубились в младших классах уже и в Денди, и в Сегу, и вообще во все. И вот все, что он говорит, это истинная правда. Просто вы сейчас говорите, вам нелегко. Нет, ребята, раньше было все намного печальнее. Но итог в этой ситуации был всегда одинаковый. Школьник шел домой и получал пиздюлей не только за парашу в дневнике, но еще и за то, что где-то шляется вместо того, чтобы учиться. Приставки были много у кого, но далеко не у всех. Почти у каждого школотрона с приставкой дома творилось примерно то же самое. Чего только родители не придумывали, чтобы выгнать всех этих тараканов. Кинескоп, сука, сядет, блок питания, сука, нагреется и перегорит, дай ему отдохнуть. Приходилось выходить на улицу на чисто символический... Вот эта фраза, сейчас скажу, как же она была. Блок питания сядет. Так, как же, сейчас. Это такой лайфхак был у родителей. Сейчас, вот эта фраза. Вот насидитесь... И, короче, у вас сгорит эта ваша Dendy, перегреется, дайте ей отдохнуть. Это гениальная фраза. И все, сука, в это верили. Все и каждый в это верил и воспринимали это как должное. Это просто, это... полчаса и пинать мяч в стену, например. А потом возвращаться и задрачивать дальше. Играли обычно на черно-белых телеках, которые уже лет 5 как на ладан дышат. Иногда они начинали тупить, шипеть, ребить, что решалось ударом по телеку сбоку. И это было не глупо. Не, Майка Гайджин — это старый подарок, просто от Гайджинов. Это не реклама, ничего такого, ребят. Просто мне нравится футболочка эта. Она крутая. Глупая агрессия против древнего телевизора, а реальный способ починки. К цветному телеку родители мало кому давали подключать приставку, ведь кинескоп сядет ядрить его. Отдельная драма развивалась. Вы только вдумайтесь в это слово.
Вы просто задумайтесь. Кинескоп. Блять, кинескоп, понимаете? Вы вообще, вы, наверное, многие первый раз вообще слово такое услышали. Вот это слово, а знаешь, что, хочешь, Жизу скажу? Сейчас, знаешь, какое было слово? Так, все, давайте, закругляемся. Вот это вот просто, это просто... вокруг картриджей. После девальвации 98-го года... Чтоб вы не понимали, что это такое, это картриджи. Картриджи — это, короче, диски. Это, давайте я вам на пальцах объясню. Это, короче, диски, которые вот потом уже вставляли в плойку, еще куда-то. И на одном картридже, вы только вдумайтесь, было там 100, 200, 300, я не знаю, миллион игр. То есть, вы понимаете, одна вот эта вот штучка, она содержала в себе просто антологию, блядь, всего, что только можно собрать вообще было на Денде. Просто всего. Они стоили примерно 20-40 рублей за штуку. Да, Эта кстати. сумма была абсолютно неподъемной для среднего школьника, поэтому картриджами приходилось меняться друг с другом. Картриджи были пиратскими все нахрен поголовно. К пиратам в то время не применяли вообще никаких санкций, поэтому они были просто озверевшими мудаками. Я, например, помню игру Чип и Дейл 3, которой, по идее, вообще не должно существовать. Но она, тварь такая, существует. Это Чип и Дейл на тропе войны. Они высаживают... Блядь. Вот эта тема раньше была... Кто-то там что-то или кто-то на тропе войны. Это, блядь, это, понимаешь, это гениально. Это название, я не знаю, 90%, наверное, в фильмах. Там, знаешь, «Красная жара», «Двойной удар», «Тройной удар», блядь, «Проклятый Вьетнам», я не знаю. Вот это вот, знаешь, вот такие названия, которых сейчас просто не хватает в фильмах. Просто не хватает. В горячую точку и начинают там уничтожать танки. Ну и жесть. Чтоб вы понимали, я даже не знаю, что это за игра. Чип и Дейл я играл на двоих. Вот в эту херню я не играл. Я не знаю, что это такое. Интересно, чем в это время занимается Гаечка. А как вам ежик Соник, который толстеет, когда собирает кольца на уровне, а потом никуда не может запрыгнуть, потому что жирный? Вместо кувырков же он катается на брюхе. Все как и должно быть. Да блин, сама приставка Денди — продукт пиратства. То, что мы знаем под названием Денди, в остальном мире знают как Nintendo, которую русские пираты украли целиком. Родители использовали приставку как средство манипуляции юным организмом. Чуть что не так, и все, блок питания спрячут или провод какой-нибудь. Так у школьников появлялись заныканные под диваном запасные блоки питания и прочая херня. А чтобы легально вернуть блок питания обратно, приходилось время от времени рисовать... Чтобы легально вернуть, понимаешь? Легально. Вы только вдумайтесь в это слово, блядь. Чтобы легально вернуть блок питания, понимаешь? Сраные контурные карты, географии, домашние задания по математике решать. После родительского собрания в школе так и вообще внезапно оказывалось, что приставку спрятали одновременно у всех за повальное распиздяйство. От нехрен делать приходилось после уроков крутить сальтуху с гаражей или по теплотрассе бегать в жопе мира, лишь бы не учить уроки. Игры же на этих Я вам честно говорю, я не знаю, как вообще половина нашего поколения дожила вообще до сегодняшнего дня, блядь. Вы прикиньте, пойдем на железную, говорит, дорогу. Сейчас, говорит, скорый поезд поедет. Пойдем на железную дорогу. Сейчас, говорит, монетки положим. И знаете, что, для чего это делалось? Вы только вдумайтесь. Монетки, чтобы их сплющило, потом их как дебил ходишь, собираешь, потому что их уносят на еще 150 километров. Потом ты вот эти вот монеточки собираешь, и из них делаешь, короче, типа, знаешь, такие, как у этих, понял, да? У военных такие, знаешь, эти, типа, амулеты, блядь, знаешь, то есть там 5-рублевый, 6. И ценность была, знаете, в чем заключалась? Чтобы монетка была идеально ровно сплющена. Вы только вообще вдумайтесь. И этим мы занимались, блядь, целыми днями. Пойдем по гаражам в Сифу поиграем. В какую в Сифу? По каким гаражам? Вы понимаете, это просто, это... Я не знаю, как мы живы еще до сих пор. Я вообще удивлен, в принципе. Я не знаю, как мы адаптировались. Ну, просто тупо нехер было делать. Потому что когда забирали Денди, то все, была габелла. В ставках частенько были очень крутыми и качественными платформерами, но многие из них объединяло одно общее свойство. Они были абсолютно, блядь, непроходимы. Сейчас я расскажу, какие игры запомнились больше всего конкретно мне. Знаю, что у многих из вас есть свой топ таких игр, в которые я мог даже не играть. Я сейчас с радостью послушаю, Если что ж там за делитесь игры. в комментариях.
Первая такая игра — это Contra Hard Corps на Sega. У меня даже слов нет, чтобы описать, насколько крутой она нам казалась в те годы. Геймплей постоянно менялся. То ты бежишь по городу, в котором все везде взрывается, и дерешься с гигантским человекоподобным роботом. Потом просто с гигантским человекоподобным чем-то. Потом так херак, и выясняется, что сюжет нелинейный. И убив очередную гигантскую хероборину, можно выбрать, что делать дальше. Геймплей резко меняется. В одном уровне ты летишь на самолете и отстреливаешься от непонятных чувачков, каким-то образом, видимо, обусловленных лором игры. В другом ты едешь на мотоцикле от других чувачков. Потом мотоцикл просто такой вжух, и он, сука, страус. И ты бежишь на страусе. Потом ты убегаешь по трассе от, угадайте кого? Конечно же, от гигантского человекоподобного робота. И так каждый уровень. Все новый и новый кошмар из взрывов и лютого драйва. К тому же можно было выбрать одного из 4 персонажей. Каждый... Кстати, раньше вообще слово «казуал», то есть казуальность, то есть, знаете, типа линейность и простота прохождения игр, она по-моему, вообще отсутствовала. Вы понимаете? Она вообще, ее не было. То есть понятие вот это вот «казуал» — это... Все, до чего мы дотрагивались, это, блядь, было хардкорным. Это было максимально трэшовым и хардкорным. Вообще любая игра. Даже сраный этот Чип и Дейл, понимаешь, у тебя жопа просто взмокнет, прежде чем ты его пройдешь. Это из вот которых без шуток. имел свое собственное оружие и немного отличающуюся тактику прохождения. Легче всего было играть за бабу и маленького робота. Человекоподобного, разумеется. Ну, говоря легче, я имею в виду, что сдохнешь ты секунд на 5 позже. Сложность у игры была просто дичайшей. Давалось всего 3 жизни, и с этими 3 жизнями ты должен был пройти сраный уровень на 3/4, состоящий из взрывов и ебучих гигантских человекоподобных роботов. Играя на двоих, реальной проблемой становится прохождение даже 1-го уровня. Напарник постоянно тупит, тормозит движение, упирается в противоположный край экрана и не дает продвигаться вперед. Так и хочется по башке джойстиком всечь. С этим экраном. Но как бы там ни было, Contra Hard Corps хотя бы вообще проходима, в отличие от следующей игры. Ниндзя Гейден на приставке Dendy. Какие мудаки вообще ее придумали? Бля, я только хотел это сказать, он меня с языка снял. Вот эту игру придумали те же больные ублюдки, которые придумали, знаешь, типа игры сейчас, Bosch Time, вот все остальное. Вы понимаете? Вот дальше, я уверен, вот сейчас автор канала скажет вообще вот просто все, что я хочу сказать. Я даже больше останавливать не буду. В этой игре взрывов не было, но были ниндзя. Просто дохера ниндзя. А кроме ниндзя там были каратисты, боксеры, солдаты с автоматами, качки, какие-то ублюдочные люди-псы, метатели бумерангов и пикирующие на вас птицы-убийцы. И все они нападали одновременно. Сам уровень напоминал полосу препятствий для мазохиста. Не знаю, чтобы получить всю бурю эмоций от этой игры, наверное, нужно играть в нее, сидя на стуле с пиками точеными. При этом основную боль ты будешь получать не от пик на стуле, а от пиздеца на экране. В конце каждого уровня, конечно же, находится босс-переросток. Но многих этих боссов никто никогда не видел, потому что перед ними находится по 3 подуровня, заполненных болью и отчаянием. Сам ниндзя, главный герой, был весьма крут. Он рубил врагов катаной, закидывал сюрикенами и какими-то огненными сплэшами, крутил сальтуху и ползал по стенам. Но если его кто-то заденет, даже сраная, вонючая, пикирующая с неба говноптица, наш крутой ниндзя отлетал на пару метров назад прямиком в пропасть. Джойстик в этот момент летел с размаху в телевизор. Зато после прохождения очередного уровня нам показывали небольшую заставку-мультик в стиле аниме. Честно говоря... Кстати, вот кто гонит на... Сейчас без шуток говорю, без рафлянов. Вот типа аниме, туда-сюда, все это говно, вот это ваше аниме. Заставки, чтоб вы понимали, любой игрок Dendy, он волей-неволей смотрел эти заставки, абсолютно, вообще все игроки, потому что в той или иной игре они были что-то подобное или прям чисто в стиле аниме. Он абсолютно прав. Так что... Такое себе утешение. Ван Лов, ёпта. Третья игра — это проклятущий Бакио Хэ. Еще один кусок непроходимой трэшанины.
Игра, опять же, была очень Вот это чё-то не прикольной, помню, потому что что в такое. вашем распоряжении находилось сразу 5 персонажей. Не играл в Причем это. каждый со своими способностями. Кролик умел высоко прыгать, Селезень кролик? стрелял одновременно в 3 направлениях и ползал по стенам, кибернетическая свинка Пеппа летала на реактивном ранце и стреляла по дугообразной траектории, невнятная кошара создавала Не над играл башкой тоже, я не знаю, что энергетический за игра. шар, который потом начинал хаотично всех выносить, а у очкастого ботаника была мощная лазерная пушка, про тебя. способная накапливать заряд. Если знать, когда и на кого Ты сам. переключаться, играть еще можно. Но если не знать, то ждет вас такая же участь, как в Ниндзя Гейден. Никогда не забуду этот мразотный уровень, где нужно ехать на постепенно уменьшающейся льдине, постоянно находясь под атакой всякой летающей мрази. Разрыв жопы масштабов Крокотау. Или, например, уровень, где ты находишься внутри странного пресса с шипами, и тебе нужно, комбинируя способности героев, пробраться сквозь него. Или, блин, уровень, в котором тебе ненадолго показывали экран, а Ты потом прикинь? выключали свет. И ты должен был пройти эту комнату по памяти. Каждая ошибка сразу смерть. Я гарантирую, эту игру делали просто злобные социопаты, которые ненавидели школьников. Именно после таких игр дома лежало по 3-4 раздолбанных джойстика, из которых можно было собрать один полураздолбанный. Четвертая игра — это, мать его, Робокоп 2. Ох, блядь, вот это не игра, это, сука, это, вы знаете, это, она у меня причем появилась довольно поздно, эта игра, довольно поздно, но это такой кусок трешатины был, просто вот у меня аж скулы сейчас реально вот свело, вот, мне кажется, как у половины чата, вот, кто помнит эту игру, ох, блядь. Кроме него было еще 2 части Робокопа, но именно это запомнилось мне больше всего своей конченной сложностью. В Робокопе настолько дохера Абсолютно уровней, что правильно. я вообще не был уверен, что у нее есть конец. При этом самого Робокопа будто на лыжи поставили, блин, такой он скользящий мудак. Да, Я, да. конечно, понимаю, что это была попытка разработчиков сделать что-то вроде физики, но нахера задницы-то школьникам поджигать настолько сильно? Вот самая стандартная ситуация в этой игре. Ты набираешь разгон, чтобы перепрыгнуть яму и приземлиться на какой-нибудь маленький островок. И Робокоп, соскальзываешь. значит, набирает разгон, приземляется на островок, потом скользит по этому засратому островку и падает в яму. Ты находишься где-нибудь на 5 уровне, и у тебя был последний континуус. И хочется просто взять свою ногу и опустить ее на долбаную приставку. Еще в Робокопе были просто максимально упоротые уровни. Понятно, что Робокоп это Ой, нечто боже, вроде блядь. киберпанка, но уровни классифицировать как Кстати, это киберпанк. В годов, я не знаю, каких там вообще, короче, начало 2000-х, я не знаю, 90-х, это реально киберпанк из 90-х, блядь. Сколько всего джойстиков раздолбил? 2 точно помню, прям вот в хлам разлетелись, блять, один прям расхерачил, прям при родителях. Ты знаешь, у меня, сука, сгорело. Я не помню, в чем у меня сгорело. В Battletoads у меня сгорело, вот в чем, точно. В Battletoads, блять, какого-то я босса бил, и что-то у меня там не получилось. Как он, прям вот об эту батарею, об гармошку, как он разлетелся. Просто, прям, знаешь, прям такие прям брызги, блядь, по всем стенам. Это все, это Панк стопудово. просто невозможно. Вы только посмотрите на эти зубы, что вылазят из земли. Будущее, как оно есть. Упоротой сложностью запомнилась еще игра Не на знаю. Sega Doom Troopers. У Но в меня Sega не отличие было. от предыдущих игр, сильно задрочившись, ее пройти все-таки можно. Цепляла своей мега-кровавостью. Более кровавых игр на Сеге просто не существует. Блюющие Ну да, раньше кровью вообще ниндзя с практически не мечами, было, кстати, висящие на башках чуваки на стенах, после выстрелов которых башка отрывается и тело падает вниз, разбрызгивая кровищу. На первом уровне, например, был момент, в котором нужно убивать водолазов и прыгать по их всплывшим трупам, чтобы перебраться на другой Охренеть. берег. Игроку на выбор предоставлялось 2 персонажа. Мич Играли, да, в Хантер эту? и Макс Я не Стейнер. играл. Мич умел стрелять самонаводящимися У меня Сеги ракетами, просто, а пацаны, Макс не было. херачить из огнемета. За Митча Мы было играть легче. Не помню такую Пройти игру, с даже у первого кореша не уровня играли. и до конца эту игру было просто пипец как сложно. Но так как у всех Не были было такого. совершенно угандошенные книги с кодами для Сеги и Денди, ситуация упрощалась. Бля, раньше же, да-да-да, книжки же были с кодами, блядь, книжки с кодами на игры. Книжки, блядь, с кодами, вы только вдумайтесь, книги, блядь. В книгах этих, как правило, из-за пиратов и надмозгов названия игр не совпадали с реальными. Поэтому школьники бывали раздосадованы Играли, да? тем, что игра не проходится, а в книге... А напишите вашу самую хардкорную игру вообще в жизни. Просто вот название игры и какая платформа. Там, допустим, Sega, Dendy, там, компьютер. Просто название игры и какая это. Мне
реально воистину интересно, кто будет в топе. Вот топ-3 самых вообще трэшовых игр. Вот вообще, в которой разные, причем у нас здесь поколения сидят. Мне очень интересно, какая для вас самая вообще просто жесткая игра жизнь. Чушь какая-то написана. К счастью, информация по Doom Troopers в моей книге была, поэтому я задорно ее прошел, постоянно читеря. Еще одна жесткая игра на Сеге — Stargate. Из-за популярного фильма «Звездные врата» школьники сразу просили у мамки деньги на эту игру, потому что на картридже был нарисован полковник О'Нил, само воплощение крутости в те годы. Игра, конечно же, была адски сложной. Чего? Какое воплощение крутости в те годы? В те годы воплощением крутости был этот, как его? Из контра, все по-разному ее называли. Вот этот, как он этот? Сталлоне, Чи не Сталлоне, как его? Вот это было реально воплощение крутости. Робокоп, там все дела. Полковник О'Нил мог стрелять из автомата и бросаться гранатами. Его противниками были какие-то инопланетные животные, вражеские солдаты и даже кто-то вроде египетских богов. Один из этих богов, внешне похожий на Анубиса, преследовал героя почти все время и атаковал лучом из своего посоха. Расслабиться это, понятно, не давало вообще. Ненавидел этого козла. Добавляло сложности то, что часто было непонятно, куда идти, и пока ты ходил туда-сюда в поисках правильного пути, враги тебя благополучно сливали. Интересно, что О'Нил постоянно встречал всяких персонажей из фильма и вел с ними какие-то беседы, которые все, разумеется... Причем, заметьте, несмотря на год, несмотря на вообще вот то, да, вот сколько вот уже прошло времени, и даже тогда, блядь, уже был сюжет хоть какой-то в играх. Вообще, вы представляете, нет, это же Дэнди, это Sega, блядь, и умудрялись даже туда воткнуть World of Tanks. Пропускали. Да и графон немало удивлял в те годы. Сколько с корешами не пытались осилить эту игру, так ее ни разу и не прошли. Следующая игра — это, наверное, одна из самых очкарвущих игр в мире. Что-то знакомое. Ghouls and Ghosts на Sega. Сколько же нервов я на нее убил. Изначально ты играешь рыцарем в доспехах, который метает во врагов пилумы. Если тебя хоть раз заденет какой-нибудь чмошник, то рыцарь превращается в бомжа. Когда ты в облике бомжа, тебя с одного удара может угробить любой враг. И вот тут-то и вся заковыка, потому что врагов на экране столько, что ты в ахуе вообще каждую секунду. Из земли вылазят злобные цветы и пытаются тебя сожрать. Им помогают какие-то противные побеги, похожие на тентакли. В воздухе кружат стервятники и пытаются тебя грохнуть. В самых рандомных местах с хер вообще пойми какого перепугу летают черепа. И тоже, конечно, пытаются тебя пришить. Иногда на улице начинается дождь и ветер, отчего герой бегает как тормоз. В такие моменты сдохнуть вообще проще простого. Злые колдуны тебя все время превращают в беззащитную утку, и ты вообще ни хера не можешь сделать. А на каждом уровне обязательно есть раздражающий элемент поверхности вроде льда. И знаете, в чем самая боль? Все это говно еще и на время. А в конце уровней, конечно же, огромный и очень сложный босс, с которого вообще хер знает, как сливать. Эта игра пытается всеми способами убить не только героя, но и уничтожить тебя самого психологически. После такого кошмара реально чувствуешь физическую усталость. Вы только вдумайтесь в этот оборот. Уничтожить тебя, блядь, психологически, понимаешь? Не только, чтобы у тебя жопа полыхала. Настоящая диверсия против мира школьников. Сам сатана сотворил это демоново порождение. И если вы думали, что предыдущая игра это максимально... Вот она, блядь, вот оно добро. Я еще думаю, неужели он принц of Персии этот не включит, а? Ну не может такого быть. Ну не может, блядь, чтобы эта игра не попала сюда. Нет, все может, пожалуйста. Возможный кошмар, то вы не играли в принца Персии на Денди. Ох, мне даже вспоминать о нем больно. Какой он мозговыносящий. В этой игре проблемы вызывает уже первый уровень, в котором нужно найти меч и замочить какого-то падишаха. Несчастного принца Персии пытаются убить вообще все в этом сраном замке. Пол проваливается, внизу, конечно же, шипы или охренительная пропасть. Прыгнул чуть раньше — смерть. Чуть позже — тоже. Иногда на шипы даже не нужно падать, они просто вылезут из земли и убьют тебя в самый неподходящий момент. На некоторых уровнях в проходах установлены фиговины вроде гильотин, которые схлопываются и разрезают принца пополам. Ну вы знаете эти персидские замки. Все как в реальности. Игра на 99% состоит из наглухо убитого паркура.
потому что зачастую вообще хер пойми, куда это такая прыгать и к каким жиза. последствиям прыжок приведет. Это такая То есть вообще нужно боль несколько раз просто. сдохнуть, проходя какой-то момент, чтобы наконец запомнить, что там делать. А потом Ну вот это, наверное, одна из самых, да, хардкорных вообще игр на Денде. Это прям железно, это 100%. отдыхать во всех последующих Да, наверное, моментах не с только той же на Денде. целью. Хотелось застрелиться от такого развеселого геймплея. Еще и уроды по дешахе отлично фехтуют и убивают принца за милую душу. И в это время фоном играет замогильный музон, не меняющийся на протяжении всей игры. А знаете, что будет, если пройти игру до конца? Ща я вам, бля, прочитаю. Тиран Джафар был убит. Его сила разрушена. Все Че, я, говорит, вам, блядь, прочитаю. приветствовали принцессу, и тот, кто спас принцессу всей Персии, стал не как Блять. был, а мужем ее величества Персии. С этого дня они стали жить вместе, и парень стал принцом Персии. Ух, ебать! Спасибо пиратам за такой грамотный и качественный перевод, без ущерба для смысла Ох, бля. первоначального текста. Горите в аду. Следующую игру, наверное, знают Вот вообще она. все. Это Контра на Денде. Пожалуй, это Ой, самый знаменитый блядь. платформер, запомнившийся людям улетным Это для того шедевр. времени геймплеем, крутым саундтреком и адовой сложностью. Да, Я помню две версии базара ноль. Контры. Версию для пусечек, в которой было 30 жизней, и версию для крутых, в которой всего 3 жизни. Мне досталась на 3 версия играл. для крутых. Но вот по навыкам игры я был типичной пусечкой. Несправедливо. Если Ох, Контра Hard Corps блядь. это был просто наркоманский бред, то Контра на Денде это бред наркомана, который обдолбался лежа в ванной с водярой в комнате с только что окрашенными стенами. Вначале, значит, все вполне нормально. Какие-то, да, Бегаешь пушки и воюешь какие-то. себе в тропической стране типа Вьетнама. Уничтожаешь входы на вражеские базы, потом сами вражеские базы. Выглядит все пипец неадекватно, но сойдет. Прыгаешь вверх по каким-то горам, продолжаешь мочить чувачков. Но под конец уровня разработчики вдохнули слишком много кокаина и понеслась. Во-первых, босс уровня это вросшая в гору зубастая шняга, которая размахивает Ой, руками и боже. кидается кругляшами. Во-вторых, Помню, если помню. убьешь эту шнягу и запрыгнешь ей в грудак, то попадешь на очередную вражескую базу. И снова все вроде бы нормально. Опять бегаешь и убиваешь человечков, все норм. И на следующем уровне норм. Ну как сказать, не совсем норм, потому что босс там какой-то непонятный переросток. Тоже но в помню. рамках этой игры вроде норм. Но потом один Причем, чтобы его перепрыгнуть, заметьте, он прям прыгает прям вот в аккурат над ним, понимаешь? Воу! Позе. Есть хлопушка дома или шарик, сделай большой бум. Большой бум, говоришь? Я надеюсь, что после этого я жив вообще останусь. Сейчас, мой хороший, я микро даже поверну. Господи, спаси и сохрани. Блять! Ой, блядь. Блядь. Блять, сейчас подожди, я не буду говорить, блять, что я сейчас сделал. Я вам просто, блядь, покажу. Бля, братан, вот это, короче, у меня теперь вот такие ключи от студии. Сейчас, погоди, я тебе покажу. Вот это один ключ. Блять, вот это вот второй ключ. Вот это третий, блядь. Я, короче, хуй его знает, как я сегодня из студии, блядь, выйду. Боже, бля, и дверь закрыта. Надо пойти воду, кстати, собрать. Блядь. Нормально, все под контролем. Все это... У меня хлопушек нет, у меня
Там канистра стояла с водой, но там сейчас нет никого. Я надеюсь, что до первого этажа не утечет вода. Позже спасибо тебе огромное, мужик. Спасибо тебе, что не забываешь. Ребят, поздоровайтесь, подпишитесь на дядь Пози. У него недавно праздник был. Сколько там? Миллиард уже подписчиков. Да, раньше помню с Пози, как вот к нему пришли, не буду говорить где, там вот это красивый вид такой. Ой, красиво посидели, да. Вот бы сейчас, конечно, с Пози бы, да. Да, там в Монополию там поиграть. Ну да, где-нибудь посидеть там, да, Москва-Сити, например. Ну да. Угу. Да. Здорово, братан, я тебя безумно рад видеть. Пиши, звони, телефон, ВК, я не знаю, все, что хочешь. Ты живой? Нормально, блядь. Я не знаю, как я сегодня домой... Я не знаю, как двери закрывать, блядь, теперь. Там пизда, там воды, блядь. Там 2 канистры просто разорвало. С водой, блядь. Я правда не знаю, как, блядь, когда теперь в эту воду собрать. Но люди ушли все с офисного здания. Я думаю, что ничего страшного. Заколотить, блядь, досками, говорит, заколоти. Добрый какой дядя. Спасибо, Пози, вообще не парься. Спасибо тебе за 10к. Это нереальный, блин, врыв. До слез просто, до слез. Плюс настроение, плюс жизнь, плюс вообще все. Спасибо, дядь Пози. Спасибо, мой хороший. Прям вот... Ой, влетел. А мы здесь ностальгируем. Я, знаешь, порой тоже... Ребят, кто ностальгирует, тоже лайк на стрим поставьте. Кто, ну, любит, как говорится, поностальгировать. Ну, вы понимаете, о чем я. Живи. Спасибо. Ребята, все обязательно тоже подпишитесь и подприветствуйте дядю Пози. Мы с ним очень давно знакомы. Ну да. Из разработчиков, видимо, Спасибо, поскальзывается на банановой кожуре, так. Падает, сука, в погреб с коксом вверх ногами, а затем вылазит оттуда с очередной гениальной... Надо ключи ехать делать. Я не знаю, где их сейчас делать ночью. Бля, придется в студии ночевать. А что делать? Как дверь закрыть? Я не знаю. Не, хер с ним как закрыть, как открыть ее. Я не знаю, как открыть. Да я чё, Лёша, я не знаю, как открыть дверь. Ой, бля. Помогите. Нормально, ладно. Начинается совсем непередаваемая херня. Значит так, с потолка висят змеи. Примите это как данность. Огромные так, зубастые всё, рты изрыгают на вас самонаводящиеся белые штуки. От них нужно уклоняться. Окей. Через окно, ты думаешь, я на первом этаже? Все время вас атакуют чужие. Так, всё, да, те нормально. самые из фильма. Ну пох, тоже окей. Вы сами находитесь в каких-то кишках, а уничтожать вам нужно сердце. Заебись? И все это нахрен очень трудно. Чтобы пройти контру, надо подыхать и подыхать, пока не выработаешь тактику борьбы с Сердце тоже боссами это и не помню. запомнишь всякие важные элементы на уровнях. На самом деле, вот эта игра, Контра, она очень-очень-очень похожа по хардкору чем-то на Dark Souls. Сложно сравнивать, но... Прям вот на первый Dark Souls, знаешь, прям, ну вот жопа точно будет гореть. Но нам, школоте, было вообще посрать на все эти странности сюжета, ведь в игре можно было убивать все подряд. Что еще нужно-то? Ну и последняя игра — это дьявол в обличье Вот игры. они! Самая хардкорная, что существует на этой планете. Вот она, я вам серьезно говорю, ребята, мы сейчас пройдем Ассасина на втором на нашем канале. Кстати, кто не подписался, ребят, тоже подписывайтесь на наш игровой канал, ссылка внизу в описании, там Hard Games канал, там сейчас ужастик как раз, финал, у нас завтра ужастика финал будет, вот. Проходим Ассасины. Я думаю, что после Ассасина и Ведьмака можно будет зарубиться в Battletoads. Потому что, во-первых, на двоих, я даже знаю точно, кого я позову. Если вы протопите на этой серии, давайте, я не знаю, ну сколько, ну 50 тысяч лосей поставите. Все, забиваемся на Battletoads. После Ведьмака и Ассасина. Все, 50 колосей, все, просто легчайше залетаем. Все, легчайше. Все, вообще просто изи. Это пушечная игра, от которой точно жопа будет гореть. И, да, поехали. Battletoads. Точно знаю, Убийца нервных клеток школоты и главный поджигатель это такой задниц. трэш Если был. вам кто-то скажет, что проходил Battletoads без эмуляторов и сохранений, пните этого пиздобола в живот. Пройти Battletoads примерно настолько же реально, как доехать на коте до Китая. Есть еще одна часть, Battletoads and Double Dragon, которая тоже крутая и сложная, но ее пройти можно, Тоже и я даже была проходил. такая. Но создавая Battletoads 1, разработчики 100% ставили цель сделать самую... Их две части.
Double Dragon и Battletoads, что-то вот типа такого, это 100%. 100%. Вот прям сложную вот. игру в мире, потому что сотворить такой дикий пиздец случайно абсолютно невозможно. Поначалу игра даже кажется нормальной. Первый уровень вполне вменяемый, ничего сложного. Бежишь себе и убиваешь каких-то кабанов. Да и второй тоже вменяемый, всего лишь надо спуститься в яму, отбиваясь от ворон и змей. Пройти... Причем знаешь ты как спускаешься вниз вот так вот? Типа, знаешь это? А еще были, кстати, на Сеге, вот единственная игру, которую я прям хорошо запомнил, гонки на мотоциклах, помните? Там цепями, палками, короче, типа это... Очень даже реально. Третий уровень тоже начинается вполне мирно. Шляешься в каких-то мозгах и прыгаешь по островкам, убивая крыс. Пока не доедешь. Весь день было очень плохое настроение, вот даже прочитаю, очень одиноко. Вижу потом твой стрим, спасибо. Ребят, да самое главное, улыбайтесь, просто хорошего вам настроения. Мне правда очень... У меня сейчас тоже такой небольшой напряг, но мне настолько по кайфу вот прийти на стрим, тем более, я говорю, мы теперь можем любые видосы смотреть, это очень приятно. Кто, ребят, только пришел на стримчик... 10 тысяч человек уже? Да ладно. Спасибо огромное, ребят. Все, кто только зашел, я напомню, достаточно просто, ребят, подписаться, поставить лайк. Мы очень давно не стримили, но теперь стримы каждую неделю в 20:00. Запомните, братцы, каждую неделю в 20:00 у нас с вами фан-стримы. Планировать их буду заранее, потому что ютубчик не присылает, к сожалению, оповещений. Напомню, возьмите, отпишитесь от канала и заново подпишитесь и прожмите вот этот колокольчик. И тогда у вас будут приходить нормально оповещения. А кто 100% хочет оповещения, ребят, получать, подписывайтесь на телегу. Там нет рекламы вообще никакой. Специально не продаю там рекламу, ребят, никогда и никакую. Телеграм просто для оповещений, для вашего общения. Hard, Insight, 2 английских слова, ссылка внизу в описании. Так что напомню. Идешь до гоночек. И вот отсюда начинается, блядь, перманентное ментальное изнасилование тебя сатаной и продолжается до самого конца игры. Эти ублюдочные гоночки под конец набирают такую скорость, что тебе понадобится реакция Брюса Ли, чтобы пройти эту херню. Если потратить попыток 50, то, может быть, это тебе и удастся. Казалось бы, худшее позади. Но знаешь что? Ёбаные злые снеговики так не считают. Добро пожаловать в зимний уровень, где тебя будут пиздить снеговики и сшибать с ног ледышки. Если повезет, то когда тебя сшибут, ты не ударишься о колючку, потому что это сразу убивает. Следующий уровень — серфинг. Пройдешь ты его или нет, чисто как повезет, потому что препятствия на пути... Шара вообще лютая на серфинге была. Создаются генератором... Когда стрим на Hard Games канале, на втором на игровом каждый божий день. Каждый день в 15:00 и в 8 вечера по Москве. Все по Москве, ребят. Днем мы играем в КС и GTA, а вечером спокойно, без мата, без всякой этой дичи, сидим, проходим игрушки. На этот канал Hard Games. Если что, подписывайтесь тоже. Добро пожаловать. Случайных препятствий. Может, кто но не пройти знает. можно. А дальше идет уровень сегодня, со ребят. змеями. Адски сложный, потому что нужны нечеловеческие навыки игры и отличная память. Надо карабкаться по змеям вверх, запоминая движение змей. По пути встречаются препятствия в виде колючек и мгновенно убивают, если не успеешь уклониться. Обычно этот раунд никто пройти уже не может. На 7-м раунде ждет душевный самолетик. Помните гоночки на 3-м уровне? Так вот, они говно для слоупоков. Авторы игры как бы провели работу над ошибками и сделали все для того, чтобы ненавистные мелкие ублюдки, которые имели наглость осилить 3-й уровень, тут бы точно подохли. Следующий уровень что-то вроде шахты, по которой нужно подниматься вверх. Кстати, уровень умеренно сложный, пройти его вполне реально. По крайней мере, по сравнению с предыдущим кошмаром. Да, кстати, вот 9-й уровень напоминает уровень со снеговиками. Только дрючат тебя в 100 раз сильнее. Нужно передвигаться по трубам, убегать от злобных шестеренок, драться с роботами и пиздить резиновых уточек. Если ты не успеешь всечь резиновой уточки, то она тебя угандошит с одного удара. Веселье короче. Следующий уровень — очередной разрыв жопы. Нужно бегать по шахте на перегонки с крысой, чтобы первым добраться до бомбы. Если до бомбы первой доберется крыса, то ты умрешь. И эта крыса-спринтер охуеть какая быстрая. Шансов на победу она тебе просто не оставляет. Но если ты все-таки ее сделаешь, тебя ждут гоночки номер 3. Самые ебанутые, самые очкорвущие. Надо ехать на одноколесной елдовине, спасаясь от психоделического шара, с которым в конце уровня предстоит драться в рукопашную. Выглядит это так же ебануто, как и звучит. Пройти эту херню абсолютно нереально. Но если пройти, то ждет последний уровень, в котором нужно подниматься по башне. Сложный, конечно, но не настолько сложный, как этот.
Ну а в конце нужно надавать по рылу темной королеве в BDSM шмотках. Сложнее этой игры в мире просто нет. Я ни разу не прошел ее целиком на приставке. Не прошел тоже. Не прошел тоже. Целиком я эту игру не проходил. Потом на эмуляторе с кучей сохранений и загрузок. Во время игры в Battletoads джойстики летели в телевизоры, телевизоры летели с тумбочек, ремни летели по жопам школьников за растрату имущества. Иногда школьники дрались между собой, потому что, играя на двоих, можно случайно ударить второго игрока. Friendly Fire отключить в игре невозможно. В лучшем случае это просто обида, в худшем драка и опрокинутая мебель. Ну а разработчики бессердечные ублюдки и тролли, потому что в столь пиздецовой игре они не добавили никакой возможности читерить, делая, например, бесконечные жизни. Зато создали систему порталов, которые позволяют пропускать целые уровни. Но легче от этого никому не становится, потому что если вы пропустите несколько адских уровней, остальные-то останутся. Не игра, а преисподняя. Ладно, пора заканчивать видео. Я знаю, что упустил огромное множество хардкорных игр, например, Rockman или Castlevania, но мне в детстве как-то не представилось возможности в них поиграть. Картриджей не было. Хотя об их хардкорности я, конечно, наслышан. Ну чё, ставьте лайки там, подписывайтесь на канал, все дела, а я сваливаю. Слушайте, ребят, охренительный, просто охренительный канал. Абсолютно не жалею то, что посмотрели. Спасибо, что порекомендовали, ребята. Напомню, 50 колосей, поиграем с вами в Battletoads. Прям с большой радостью на канале Hard Games. Вот. Подписка, колокол включен, все оповещения включены. Тоже не забывайте, ребята, обязательно подписываться и поддерживать автора этого канала.